Привет, друзья! Сегодня уравнение из МГУ, Московский государственный университет. Вот его эмблема, ну и такой шутливый девиз Мехмата. На каждом факультете есть какой-то небольшой девиз, и я уверен, что вы вряд ли решите эту задачу, по крайней мере, быстро. Я не вижу каких-то очень таких легких, красивых путей решения, но может помочь одна красивая, хитрая теоремка, которую мы сегодня и рассмотрим в нашем ролике. А в конце ролика я расскажу кое-что интересное. Итак, внимание. Ну, давайте решать, что можно сделать. Ну, попытаться устно найти какой-то целый корень, возводить в квадрат левую и правую часть и так далее. Ну, вот можно заметить, что у нас здесь в левой части стоит так называемая сложная функция. То есть если рассмотреть функцию f от x, вот это 10-11 класс, профильный такой, вот такую функцию рассмотреть. Вот, кстати, она возрастающая, отметьте сразу, возрастающая. Ну, в области своего определения при x больших или равных минус единице, то в левой части уравнения, вообще говоря, записано вот следующее. f от x. О равно x. Вот так записано наше уравнение. Верно? Ну, для тех, кто школьники не очень-то любят, сложная функция. Сложная функция. Функция от функции. Ну, вот, к примеру, вы можете изучать такую функцию, как синус от x в квадрате. Вот x в квадрате – это функция, и синус – это функция. Вот синус от x в квадрате. Но если одна функция какая-то, допустим, f от x равно просто x в квадрате, то как будет выглядеть f от x? Вот так. То есть один раз нужно взять x в квадрате, а потом от этого уже, как от аргумента, снова в квадрате, а если 3 раза, так еще одну двойку прилепить. В принципе, понятно, да? Но самое важное, что есть теорема для возрастающей функции. Теорема для возрастающей функции. Оказывается, что уравнение f от x равно x, довольно такое простое, равносильно более сложному уравнению f от f. Так можно n раз даже вложить эту функцию o от x. То есть вот если записано такое сложное уравнение, где функция берется от функции несколько раз, при условии, что f от x возрастающая функция, возрастающая, и множество ее значений входит в область ее определения, то вот можно заменить это сложное уравнение на простое, я докажу только одну часть. Посмотрите, пусть x нулевое будет корнем. Корнем вот этого уравнения. Корнем. Тогда отсюда будет следовать, что f от x нулевого должно быть равно x нулевому. Посмотрите, вот возьму какой тут цвет, белый, и скажу f от x нулевого. Ну вот по нашему условию, пусть f от x нулевого равно x нулевого. По предположению, это же x нулевое. Тогда получается f от x нулевого. Во вторых уже скобках снова получим x нулевое. И, наконец, f от x нулевого остается. Это равно x нулевому. Все. То есть, если x нулевое корень левого уравнения, он корень и правого. То есть, если вот это корень, то и здесь будет он корень. Ну, вам нужно доказать в обратную сторону. В обратную от противного. От противного. Может быть, я и докажу там в закрепленном комментарии. Но что это нам все дает, ребята? Это дает нам возможность практически мгновенно решить наше уравнение. Итак, если мы владеем этой теоремой, мы скажем, что это уравнение равносильно какому уравнению? Корень из единицы плюс x равно x. Ну все. Значит, корни того уравнения и этого совпадают. Они равносильны, эти уравнения. Возводим в квадратик, что-то думать. X в квадрате. Ну, отметим, чтобы не потеряться, что x было больше либо равно нулю. Получается квадратное элементарное уравнение. X первое, второе равно единице плюс-минус корень из 5, деленное на 2. Ну, так как x больше нуля, мы и получим, что x равен, крупно напишу, белым, x равен единица плюс корень из 5, деленное на 2. Это и есть корень нашего уравнения. Это есть наш ответ. Ответ на вопрос задачи. Ну как вам?
Нормальная история. Ну, конечно, такое разочарование. Откуда я должен знать эту теоремку? Ну, если вы на канале еще подписаны, постоянно что-то новенькое рассказываем. Сейчас расскажу еще более интересное. Итак, внимание. Там кто-то про Стэнфорд что-то говорил и спрашивал, а почему там по математике Нобелевские премии не дают, а какие русские, советские математики, какие премии получали. Это все большинство моих замечательных зрителей, конечно, прекрасно знает, но я на всякий случай очень быстро все расскажу. Альфред Нобель, все знают, 19-20 век, швед, химик, инженер, изобретатель, предприниматель, филантроп, изобретатель динамита. Его за это прозвали мистер Смерть, и поэтому он все время пытался обелить свою репутацию, отмыться от этого нехорошего прозвища. Он учредил огромное состояние на Нобелевскую премию в области физики, химии, медицины, литературы и миротворчества, исключив при этом математиков. И есть устойчивое предположение, почему. Когда он с отцом вместе, практически разорившись в Швеции, уехал в Петербург искать работу и учиться, он учился в Петербурге, то Нобель познакомился с балериной Анной Дезри датского происхождения, влюбился безумно. Но она отдала предпочтению французу, математику, геометру, Францу Лемарджу. Однажды на приеме этот Франц даже Альфреду предложил решить геометрическую задачу, написав условия на салфетке бумажной. И Нобель не смог ее решить, расстроился, уехал в Швецию, там такой горячке любовной прилежал 3 дня, отец опасался за его жизнь, но когда он пришел в себя, то поклялся, что станет знаменитым, и свою клятву выполнил. Поскольку математикам не дают премию Нобеля, математики учредили огромное количество, там около 20 разных премий, в разных странах, во Франции много премий. Самая известная премия Абеля имени норвежского математика. Совсем недавно выпускник МГУ получил эту премию в 2014 году. Есть премия Филдса до 40 лет, ее вручают, там довольно много выпускников МГУ ее получили до 40 лет. И есть один такой персонаж, гениальный математик, которому присудили премию Института Клея в $1 миллион, сопоставимо с Нобелевской, но он отказался. Я уверен, что вы знаете его, на всякий случай напишите. И где он учился, если вы знаете. Да, это олимпиадник такой, знаменитый. А я с вами прощаюсь. Спасибо, что досмотрели. Спасибо, что смотрите, да. С вами был Валерий Казаков. Пока.